В начале нулевых компания Siemens представила линейку модных телефонов Excalibur, предназначенных для продажи в премиальных магазинах и бутиках вместо обычных салонов связи. Всего было выпущено 2 сезонные линейки устройств с уникальным дизайном, по 4 в каждой. Среди моделей второй линейки осень-зима 2003 года была 7-я модель Excalibur – телефон Calypso. В Россию данный телефон официально не поставлялся, но в магазинах Великобритании он был в продаже по цене в 180 фунтов стерлингов, что в переводе в рубли составляло около 9 тысяч. Он выпускался в 2 цветах – медном и темно-синем. Из дополнительных особенностей, помимо дизайна, телефон мог похвастаться 16-голосной полифонией. Высота телефона 10,5 см, ширина – около 4,5, вес – 83 грамма. Толщина устройства около 2,5 см. Дисплей выполнен по технологии CSTN. Он отображает более 4000 цветов и имеет разрешение 101/80 пикселей. Заявленное время работы от аккумулятора на 510 мАч около 12 суток в режиме ожидания и 4 часов в режиме разговора. Снизу, за заглушкой, находится разъем для зарядки и слот для сим-карты. На правом торце расположен полифонический динамик, сверху – съемная петелька для крепления ремешка. Все телефоны Excalibur поставлялись в одинаковых больших белых коробках. На их поверхности изображение устройства не наносилось. В центре размещалась лишь большая цифра номера модели. Дизайн телефона был разработан американской студией IDEO, которая в начале 80-х годов спроектировала однокнопочную компьютерную мышь для компании Apple, первую в линейке производителя. Форма 7-й модели Excalibur подразумевала, что владелец будет крепить телефон к одежде, ремням или сумкам, без использования чехла. Клавиатура, визуально разделенная на 2 блока, имеет подсветку белого цвета. Это одна из самых удобных клавиатур в линейке Excalibur, так как имеет традиционное расположение клавиш и подсветку символов, которой не было у некоторых моделей. 3-я и 8-я модели вообще не имели цифровой клавиатуры. Включается телефон удержанием левой софт-клавиши. В качестве подсказки на ней вытеснен соответствующий символ. Несмотря на то, что телефон не был в продаже в России, его программное обеспечение было полностью русифицировано, так как изначально поставки планировались, но были отменены из-за низкого спроса первой линейки Excalibur во всем мире. Главный экран устройства почти не претерпел изменений относительно телефонов Siemens 55-й серии. Однако меню было существенно переработано. Оно состоит из 5 тематических анимированных плиток, за каждой из которых в подменю скрывается еще по 5 кнопок слегка другой формы. К примеру, в меню сообщения появляются анимированные кнопки для написания нового сообщения, просмотра входящих или исходящих сообщений, SMS-архива или мультимедийных данных. В последнем разделе располагаются файлы, которые можно прикрепить к сообщению, где помимо различных картинок располагаются стандартные мелодии и анимированные смайлики. Для телефонов Excalibur был придуман совершенно новый персонаж, не появлявшийся в телефонах основного бренда. Необычно, что все анимированные изображения, не только смайлики, но и обычные GIF-файлы, находятся в одной общей папке. Кроме того, в данном меню есть пункт визитки, где находятся шаблоны сообщений, в каждой из которых уже встроена тематическая монохромная картинка и один из стандартных звуковых сигналов. Телефон поддерживает как побуквенный набор, так и ввод с использованием словаря Т9. Написание сообщений на русском языке затруднено отсутствием локализации клавиатуры. Тем не менее, в таких случаях можно воспользоваться транслитом. Меню «Будем на связи» содержит в себе телефонный справочник, кнопку для обмена речевыми сообщениями и журнал звонков в виде 3 отдельных кнопок, ведущих к меню ранее набранных номеров и списком принятых или пропущенных вызовов. Устройство не имеет внутренней памяти для телефонной книги. Это обусловлено тем, что компания стремилась создать модный аксессуар, который покупатель будет использовать по настроению, наряду с десятком других телефонов. Поэтому все номера хранились на сим-карте, которую можно было быстро извлечь и установить в другой аппарат. При создании нового контакта предлагается выбрать для него персональную мелодию сигнала из 23 ярких полифонических рингтонов.
Еще можно установить изображение, появляющееся во время вызова. Это может быть специально заготовленная для данной цели картинка или любая другая, имеющаяся в памяти телефона, даже стандартный анимированный смайлик. Наконец, можно записать голосовую команду для быстрого набора конкретного номера. Чтобы впоследствии воспользоваться этой функцией, необходимо произнести записанную команду, удерживая кнопку вверх на главном экране. Меню «Действия» отведено под игры и органайзер, включая будильник. Если будильник активен, то он будет срабатывать ежедневно до тех пор, пока его не выключить в меню «Действия». Однократный режим отсутствует. То есть, во время срабатывания будильника его можно выключить до наступления следующих суток или установить повторный сигнал через 5 минут. Встроенный календарь имеет только один режим – просмотр месяцев, и дополнительных возможностей не имеет. В калькуляторе все доступные функции отображаются при нажатии правой софт-клавиши. Для получения результата служит центральная клавиша навигации. Ее следует нажимать после каждого действия, даже в случае сложения нескольких чисел. Ввод отрицательных чисел невозможен. Hodgepodge – это головоломка, вдохновленная Тетрисом и другими подобными играми. Необходимо собирать падающие кубики в группу из 4 или более штук одного цвета, чтобы убрать их с поля. Постепенно игрок переходит на следующие уровни, из-за чего поле заполняется рядами новых кубиков, а скорость их падения увеличивается. А Melody Tracker – это игра для тренировки памяти. Она состоит из 20 уровней. Перед началом каждого уровня играет мелодия без партии основного инструмента. Эту партию требуется записать. Для этого необходимо повторить звучащие ноты, нажимая кнопки, указанные на экране. После успешного выполнения задания звучит полная версия этой мелодии. Отдельный пункт меню служит для выбора темы оформления. Их предпросмотр осуществляется автоматически при скроллинге. Каждая тема содержит уникальную цветовую схему, фоновые изображения, индикаторы заряда батареи и качество приема связи, иконки главного меню, которые, как выясняется, могут быть не только в виде прямоугольных плиток, но и других форм и размеров. Иконки подразделов при этом всегда остаются стандартными. Меняется заставка как при включении телефона вместе с сопровождающей ее мелодией, так и при его выключении. Наконец, с каждой темой оформления предустанавливается скринсейвер и тематический рингтон. Последний пункт меню «Мой Xcelebri» служит для настройки устройства. В подразделе «Индикация» можно выбрать язык пользовательского интерфейса, экранную заставку, среди которых есть аналоговые и цифровые часы, установить обои главного экрана, а также задать текстовое приветствие при запуске устройства, включить или выключить подсветку экрана и настроить контрастность дисплея. В аудионастройках можно выбрать мелодию сигнала вызова и звук уведомления о новых сообщениях. Интересно, что все эти звуки, кроме одного, используются в качестве стандартных аудиоклипов для отправки в SMS-сообщениях. Также можно отрегулировать громкость динамиков, включить или отключить вибросигнал и установить один из 3 профилей работы устройства. Возможность настроить отдельные параметры отсутствует. В настройках клавиатуры находится управление клавишами быстрого доступа к избранным функциям или контактам, выбор звука нажатия клавиш и включение автоматической блокировки клавиатуры. В подразделе «Время и дата», кроме их настройки, находятся ссылки для перехода к будильнику и календарю. А в установках располагаются остальные настройки, в числе которых регулировка параметров связи, включение переадресации вызовов и режима инкогнито, а также осуществляется доступ к услугам оператора связи. Телефон Xcelebri 7, помимо не имеющих аналогов дизайнерских решений, мог похвастаться качественной связью, громким динамиком и мощным вибросигналом, но, как и другие телефоны марки, отличался высокой стоимостью. Компанией Siemens тем временем были выпущены несколько ярких устройств 55-й серии и представлена линейка телефонов, вошедших в новую 60-ю серию. При этом большинство из них были не только доступнее Xcelebri, но и обладали более широкими возможностями. Таким образом, из-за крайне низких продаж, спровоцированных высокой ценой, неудачной рекламной кампанией и отказом от продаж телефонов в обычных салонах связи, компания Xcelebri была закрыта весной 2004 года. Тем не менее, она подтолкнула остальных производителей к самым смелым решениям и способствовала появлению других уникальных и модных устройств.
А компания Siemens, потерпев крупные убытки, сосредоточилась на телефонах основной марки, выпустив еще несколько десятков популярных и колоритных моделей в более привычном дизайне.